Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Меня зовут Юлиана, и наша великолепная и чудесная команда желает вам изобилия и достатка. И сегодня, друзья, в нашем видео мы с вами уделим внимание безденежью. Поговорим о том, почему в нашей жизни возможно безденежье, как от него избавиться, и обязательно досмотрите это видео до конца. Вы возьмете для себя много полезной, важной и нужной информации. А прямо сейчас подпишитесь на канал Эзотерика для тебя, ставьте лайк этому видео. Обязательно в комментариях под этим видео активируйте следующую волшебную фразу. Все изобилие есть изначально во мне. Я нахожу новые источники дохода. Истина, да будет так. И обязательно, друзья, поделитесь этим видео с теми, кому вы знаете, что это видео и эта информация будет полезна и важна. Давайте сами для себя определимся раз и навсегда, что деньги нужны всем. Никому не обойтись без них. И, разумеется, без денежных знаков больше. И чем больше денежных знаков, тем лучше для каждого из нас. Но так уж сложилось, что, говоря о деньгах, мы сразу почему-то представляем себе пачку крупных, приятно хрустящих, новеньких купюр, напрочь забывая о монетах. И, скорее всего, многие из вас говорили такую фразу, при этом пренебрежительно: «Подумаешь, какая мелочь». И совершенно напрасно, ведь именно неправильное отношение к монеткам приводит в конечном итоге к тому, что человек годами не может вылезти из долгов, материальных проблем и тотального безденежья. Разберемся давайте вместе с вами, как же это работает. Ведь всем известно, что деньги из металла появились на сотни веков раньше, чем бумажные. Поэтому твердая, литая и блестящая монета имеет гораздо более древнюю историю и несравнимо большее влияние на человека, чем купюра, если же разобраться исторически. Но почему даже самую мелкую бумажную денежку мы привыкли заботливо укладывать в отделение кошелька, а монетку такого же достоинства запросто можем уронить и даже не искать? Потерять, даже не сожалеем об этом, швырнуть куда попало, найдя, например, ее в кармане. И вот тут-то и кроется главная опасность. Мы, сами того не замечая, такими действиями мы программируем себя на безденежье и даже нищету. Ведь пренебрегая монетой, мы как бы даем Вселенной определенный знак. Деньги нас абсолютно не интересуют, причем настолько, что без них нам гораздо лучше и даже спокойнее. Странная картина, не так ли? Вряд ли кто-либо в здравом уме согласится по доброй воле посылать судьбе такие сигналы. Но, к сожалению, сплошь и рядом люди так и делают, нанося вред самим себе. Вспомните, как часто вы оставляли горсть монет на полочке зеркала у входной двери. Сколько раз вы сами вываливали из своей сумочки мелочь прямо на стол. Бывало ли так, что найденную во время уборки монетку вы не спешили положить в кошелек, а совали в карман домашнего халата рядом с каким-то мелким мусором, поднятым с пола нитками или всякими бумажками? Если бы хотя бы и одна из ситуаций, обрисованных в вопросах, вам знакома, то вы уже начали погружаться в пучину неразрешимых финансовых проблем. Наверняка вы частенько испытываете нехватку денег и расстраиваетесь из-за невозможности купить именно здесь и именно сейчас какую-то очень понравившуюся вам вещичку или милую сердцу женщины-безделушку. Конечно, это очень огорчает. Хорошо, что есть способ, пока не поздно, вырваться из цепких лап нужды. Запомните, никогда, ни при каких обстоятельствах не выказывайте неуважения к мелочи. Наоборот, относитесь к монеткам бережно, с любовью. И сделать, если так разобраться, это не так уж и сложно. В
первую очередь возьмите себе за правило в конце каждого дня пересчитывать оставшиеся в кошельке монеты. И это надо делать ежедневно и обязательно, если вам хочется материальной стабильности и достатка в жизни. И пересчитав свой дневной улов мелочи, который вы, как правило, получаете на сдачу в магазине, сделайте следующее. Возьмите одну монетку из пересчитанной денежной кучки, подкиньте ее в воздух и скажите «лети, да не улетай». После чего ловко поймайте денежку и положите в специально приготовленную для этих целей денежную склянку. Сделать ее несложно. Надо взять обычную стеклянную литровую банку с закручивающейся крышкой, чисто вымыть с крупной солью и высушить в полдень на подоконнике. Важно, чтобы баночка вам нравилась. Каждый вечер вы будете класть в нее самую крупную по достоинству монетку из тех, что найдутся в вашем кошельке. И плотно закрыв крышкой, ставить на полку в своей кухне. Денежная склянка должна стоять так, чтобы вы, когда вы занимаетесь приготовлением вкусной еды, вы могли ее видеть. Проделав этот нехитрый, но очень действенный ритуал на привлечение денег в течение недели, вы заметите, что уже и сами с нетерпением ждете вечернего магического ритуала. Именно с этого момента ваше финансовое положение начнет быстро улучшаться. Появятся дополнительные источники дохода. Неожиданные денежные призы, подарки, возможны даже случайные источники денег, о которых вы раньше и не подозревали. А заветная баночка начнет наполняться. И когда уже некуда будет бросать очередную монету, сделайте следующее. Высыпьте все содержимое на кровать, застеленную красным шейным или головным платком. Пересчитайте. И в этот же день разменяйте деньги на монеты самого большого номинала. И уже ими наполните свою денежную склянку. А дальше продолжайте ежедневную практику, пока и самые крупные монеты не перестанут помещаться в вашу баночку. Когда это произойдет, подсчитайте деньги и потратьте их полностью на себя, и только на себя. На свое усмотрение и обязательно с удовольствием, потому что это очень важно. Так вы дадите удаче возможность вас вознаградить за магическую поддержку. Ваша жизнь очень скоро заиграет яркими красками, не сомневайтесь, проверено. А если вам тяжело избавиться от привычки расшвыривать мелочь по дому, помогите себе. Поставьте в прихожей и гостиной симпатичные, но украшающие ваш интерьер копилки для денег. И пусть члены вашей семьи и вы сами складывайте в них монеты, случайно попавшиеся на глаза. Если же попадутся монетки, вышедшие из обращения, складывайте их тоже. Они останутся в ваших копилках, помощницах навсегда, как основа-приманка для действующих денег. А если вы найдете крупный, давно не используемый в расчетах пятачок, то это просто замечательно. Приклейте его суперклеем к внутренней стороне отделения кошелька для мелочи. Этот талисман принесет вам удачу в денежных делах. Пожалуйста, не обижайте монетки, и они обязательно помогут вам. Будьте благополучны и будьте счастливы. Друзья, прямо сейчас на экране вы видите два прямоугольника. Это следующее видео. Выбирайте интуитивно любое, нажимайте и смотрите это видео до конца. Приятного просмотра!